Все, отлично. Ну, хорошо. Я сегодня снова начинаю двигаться в малоизвестную для меня область, но ужасно интересную. Вот. И хочу с вами поделиться тем, что мне удалось как-то вот собрать в плане хеморецепции. Вот. И моего понимания, как она устроена. А заодно и у вас появится, может быть, больше мыслей по этому поводу. Значит, снова вернемся к нашей классификации чувств. Вот. Опять Этьен де Кандильяк. Вот. И на самом деле он начинает свой вот этот трактат об ощущениях на самом деле с обсуждения как раз обоняния. Вот. И вот уже с первых буквально там фраз он сразу начинает в том числе вводить какие-то новые понятия, которые важны для восприятия и важны вообще для нашего понимания того, как мы познаем мир. Вот. И так, например, это, по-моему, все-таки вторая глава, и он в ней говорит, что вот в первом параграфе, что статуя способна к вниманию, например, что вот через запах вот, статуя находится под впечатлением, испытываемым ее органом чувства, и вот это он называет вниманием. И тут же он начинает говорить, что с этого же момента появляется наслаждение и страдание. Вот, то есть, если мы чувствуем приятный запах, то мы наслаждаемся, а если неприятный, то наоборот испытываем страдания. Вот. Ну а кроме того, пока еще на первом этапе, вот, столкнувшись с первым таким чувственным опытом, вот, сначала нету пока понимания о том, что могут быть вовне какие-то изменения, и все более-менее стабильно, потому что есть только один стимул. Вот. Ну и вот, собственно говоря, заставить желать может только страдание. То есть если какой-то стимул вызывает страдание, то и уже есть знание о предыдущем как бы наслаждении, то вот этот вот сильный стимул может заставить, сенсорный стимул может заставить пожелать изменения ситуации. Вот так вот он начинает обсуждать вообще обоняние и чувства, и появление внимания, желания, наслаждения и страдания. Вот. Но это как бы высоко, идеально и пока далековато от нашего естественного мира, и мы к нему сейчас все-таки вернемся. И начнем тоже с такого более-менее классического примера того, как животные воспринимают химические стимулы. Вот. И на самом деле работы вот в этом направлении, они начались давным-давно, и в том числе объективное исследование того, как животные воспринимают запахи, и в частности феромоны, вот как воспринимают насекомые. Вот. Они начались еще где-то в районе конца или середины 60-х годов прошлого века. И тогда уже можно было на самом деле проводить электрофизиологические исследования активности отдельных нейронов, отдельных волокон чувствительных, которые реагируют на химические, на летучие вещества. Вот. И в этом смысле довольно примечателен пример тутового шелкопряда, у которого есть естественным образом половой диморфизм, вот, и самки привлекают самцов с помощью феромонов, вот, и у них есть специальные такие железы, которые они выворачивают наружу, и запах распространяется в пространстве.
и это вызывает, соответственно, вот реакцию такого сурового самца тутового шелкопряда. Ну, одна из первых реакций, это он как бы так начинает, ну, назовем это, топорщить усы, то есть он настораживает антенны свои, начинает с помощью них, собственно говоря, это его основной хемочувствительный орган, такой глобальный. Вот. И с помощью их начинает он улавливать, собственно говоря, молекулы феромонов. Вот. А следующая реакция, которую он проявляет, и которую можно, в принципе, хорошо достаточно воспроизводить в экспериментальной установке, то есть такого самца тутового шелкопряда можно закрепить на такой тоненькой проволочке либо пластинке над пьезоэлементом, вот, подавать запахи на него, причем не просто подавать запахи, но еще и подавать, например, запахи с помощью разной скорости, разным образом его обдувать, его антенны. Вот. В ответ на это он начинает трепыхать крылышками, потому что ему это, в общем-то, однозначная такая реакция. Нужно направляться к самке, к источнику запаха. И вот, в принципе, верхний трейс показывает то, как меняется поток. И этот поток тоже можно зарегистрировать. И уже его регистрировали там в районе, в конце 60-х, начале 70-х годов прекрасно. Вот. И одновременно на пьезоэлементе можно регистрировать еще и его механические движения крыльев и, соответственно, поведенческую реакцию. Вот. Как устроена вообще, как устроен хемочувствительный орган насекомых? Но это на самом деле то, что называется сенсилой. Вот. Сенсила – это такое выпячивание кутикулы, вот, внутри которого находится гемолимфа, и через поры эта гемолимфа соединена с внешним миром. Вот. Внутри находятся отростки чувствительных рецепторных клеток. И, насколько я понимаю, рецепторные клетки насекомых и обонятельные клетки насекомых и обонятельные клетки млекопитающих, они одновременно являются чувствующими и проводящими. То есть изменение потенциалов на их отростках приводит к генерации потенциала действия. Вот, этот потенциал действия отправляется дальше в нервную систему, где и уже детально обрабатывается. Вот. Ну, кроме того, есть еще опорные клетки, которые поддерживают вот, гомеостаз и вообще структурность этого элемента. Вот. Ну и понятно, что похожим образом устроены все хемочувствительные клетки, которые могут нам прийти на память. Вот. Это, с одной стороны, вот, сенсилы насекомых, с другой стороны, это клетки обонятельного эпителия позвоночных животных, а кроме того, это клетки слизистой языка, вкусовые почки, которые тоже похожим образом устроены, у них просто отростки чуть поменьше, немножко не по-другому. Но при этом, по-моему, вкусовые почки, все-таки в них чувствующие клетки, они не генерируют потенциалов действия, там приходит волокно, которое снимает с них информацию. Вот. Но везде существует как бы общий принцип, и приходящие извне вещества, они должны быть растворены в каком-то медиуме, будь то это слизь на слизистой оболочке, либо это гемолимфа вокруг отростков, для того, чтобы они смогли сконтактировать, собственно говоря, с рецептором. Вот. И вот у тутового шелкопряда, который по латыни называется Bombyx mori, вот, у него была выделена вот в результате долгой работы молекула, собственно говоря, феромона самки, который называется бомбикол. Вот, и эта молекула, она может специфически связываться с белками, которые, собственно, и приводят к изменению потенциала мембраны этой клетки. Значит,
Что мы можем делать с такими клетками? С таким клеткам, к отросткам рецепторных клеток можно подвести микроэлектрод, связать его с усилителем и регистрировать разного рода потенциалы. С другой стороны, потенциалы можно регистрировать и здесь тоже. Прямо первичные элементарные рецепторные потенциалы могут быть зарегистрированы и на чувствительных отростках рецепторных клеток. И при этом можно подавать одновременно еще запахи снаружи. Вот так вот приблизительно выглядит эксперимент. Значит, соответственно, есть антенна и есть сенсилы на ней. Можно подавать с разной скоростью воздух, который пролетает над источником запаха. И, соответственно, он вызывает реакции рецепторных клеток. Причем реакции они могут быть такие относительно медленные, но и в том числе и быстрые, спайкоподобные. И эти рецепторные потенциалы, они тоже различаются по амплитуде. Эта амплитуда, она тоже играет важную роль, потому что она может меняться в зависимости от того химического агента, который в настоящий момент действует на сенсилу. Но интересно, что эти сенсилы, они могут реагировать не только на летучие запахи, но в том числе и на растворенные в жидкостях вещества. И помнится, у дрозофил и у мух, у них такие чувствительные сенсилы, они могут находиться прямо на лапках, и если мухе нанести на сенсилу, например, раствор сахара, то у нее этот раздражитель будет вызывать в том числе реакцию такую характерную пищевую, выпячиванию хоботка. Здесь же речь идет о запахе, и можно одновременно регистрировать как поведенческие реакции. Здесь есть такая вставка, которая показывает нам, как меняется поток воздуха, как меняется поведение. Здесь опять виден профиль подачи, изменения концентрации вещества на антенне. А здесь показаны поведенческие нейронные реакции. Столбики – это количество животных, у которых проявлялось поведенческий ответ в данный момент времени. Светлые столбики, а темные столбики – это столбики, когда появлялся первый потенциал действия. И понятно, чем выше концентрация, тем сильнее и нейронные ответы, и тем сильнее ответ, в том числе и поведенческий. Ну и интересно, что на самом деле чувствительность системы хеморецепции тутового шелкопряда такова, что он может почувствовать буквально несколько молекул бомбикола в воздухе, которые прилетели от самки ночью, которая может находиться на расстоянии нескольких километров от самца. Но что самое интересное, и это как-то мне даже чудно было, что почему-то в том источнике, который я читал, там даже было сказано, что эти молекулы даже прилетают не по ветру, а вроде как против ветра. То есть это супер тяжелые условия. Что-то доносится слегка до самца, и система настроена так точно и так с такой эффективностью, что она позволяет ему идентифицировать источник и двигаться четко к нему. Ну и сейчас, если оставаться, в принципе, на уровне беспозвоночных животных пока еще, интересным объектом исследования, и в том числе изучения хеморецепции и
такой обонятельной чувствительности является, естественно, Caenorhabdis elegans. Вот, во всех отношениях удобное животное. Вот, оно не требует, с одной стороны, такого уж безумного ухода за собой, с другой стороны, у него всегда все четко, определенное количество клеток существует в организме, довольно разнообразное поведение, поисковое, половое. Есть различия между гермафродитами, которые вот показаны сверху, и, собственно говоря, самцами. Вот, как морфологически там в устройстве заднего конца тела, вот, так, собственно говоря, и нейронально. И удобство этого объекта еще заключается и в том, что у него детально описаны все нейроны, их там тоже не так много, что-то порядка нескольких, 3 или до 4 сотен. Вот, и они немножко различаются, соответственно, у гермафродитов и самцов. Вот. Ну и кроме того, если взять вот такое животное и его аккуратненько нашинковать для электронного микроскопа, вот, то можно идентифицировать отдельные клетки нервные и построить довольно точный коннектом. Вот. И вот на самом деле, сейчас я просто обратил внимание, что у меня здесь ошибочная ссылка. Вот. Я ссылаюсь на статью по обонятельному поведению, а на самом деле это еще статья тоже относительно свежая про коннектомику Caenorhabdis. И, соответственно, можно построить вот такой точный коннектом, вот, где можно выделить те нейроны, которые связаны с моторными единицами, те нейроны, которые связаны с афферентацией и с восприятием внешних стимулов. А кроме того, есть целая такая вот когорта нейронов, интернейронов, которые обрабатывают информацию и способны соединять разного типа информацию внутри этой сложной системы. Вот. И кроме того, у этого животного, во-первых, можно использовать разные мутации, разные линии, которые, естественно, у них отсутствуют какие-то определенные свойства нейронов, и они демонстрируют определенного типа поведения. Вот. А с другой стороны, можно использовать трансгенных животных, и в том числе на этих животных возможен кальциевый имиджинг, вот, отдельных нейронов, их активности и, соответственно, связи этой активности с событиями, происходящими во внешней и во внутренней среде этого животного. Вот. Да, вот правильная ссылка, вот она здесь появилась, это про коннектом. Вот. А здесь вставка на этом слайде, собственно говоря, про ту работу, о которой они поменялись местами у меня ссылки, вот, о которой я хотел сейчас рассказать. И это, собственно говоря, о том, как же устроена вот такая элементарная нейронная сеть, которая занята в обеспечении обонятельного поведения у Caenorhabdis. Значит, авторы в этой работе сконцентрировались вот на вот этом афферентном нейроне, на этом чувствительном нейроне и на той сети, интернейронов, которые связаны вот с ним. Вот эта часть коннектома. И, соответственно, есть какое-то предположение, как эти клетки связаны друг с другом и как они могут друг на друга влиять. Чтобы привязать их к поведению, был использован вот такой простой аппарат, прибор. Вот, собственно, C. elegans находилась внутри такой трубочки, была зафиксирована. Вот. И через разные такие подводки
проводились разные запахи, подводились к животному. При этом был использован специальный селективный промотор, который специфически запускал флуоресценцию, связанную с изменениями концентрации кальция, ну, собственно говоря, вот в этом вот AWC нейроне. Но не только в нем, но еще и в других нейронах, которые были с ним связаны. Вот, собственно говоря, в его сети, и в том числе с этими интернейронами. Что получалось? Соответственно, было несколько таких вот условий в эксперименте. То есть, с одной стороны, мог включаться запах. Вот, и этот запах, вот здесь показан нос червя. Вот, и одновременно здесь возможен имиджинг в этой части. Вот. А потом, соответственно, запах мог выключаться, перекрываться, и включалась промывка просто буфером. Ну и вот в этой ситуации имиджинг вот этой группки нейронов происходил, и регистрировались события, которые там, собственно говоря, происходили. То есть в тот момент, когда включается запах, вот ответа, собственно говоря, AWC нейрона не наблюдается. Вот серым показан тот момент, пока присутствует определенный запах. Причем запахи использовались искусственные, но как бы привлекательные, с одной стороны, для нематода, а с другой стороны использовались и вытяжки из такого бактериальной культуры, которая тоже содержала вещества потенциально привлекательные для червя, и получались похожие эффекты. Интересно, что выключение, собственно говоря, запаха вызывает ответ вот этого нейрона. И если же посмотреть на коннектом, то здесь ситуация была следующей. Вот этот вот интернейрон AIY, он активировался, когда включался, собственно говоря, запах. Вот. В это же время AIB нейрон, интернейрон, выключался, и выключался в том числе AWC нейрон. Вот. То есть предъявление запаха затормаживала активность чувствительного нейрона, и, соответственно, затормаживала активность интернейрона одного, и наоборот, этот запах вызывал ответ другого интернейрона. Ну и когда выключалась подача запаха, то была видна обратная ситуация. AWC нейрон активировался, вместе с ним активировался и интернейрон с небольшой задержкой один, а второй интернейрон вытормаживался. И что вот в этой ситуации можно было еще сделать для того, чтобы протестировать вот эту сеть? Соответственно, авторы, они использовали разные типы мутантов, и с помощью трансгенных тоже манипуляций они выяснили, что для запах воздействия на AWC нейрон, он возбуждающий, этот нейрон потом способен активировать через глутаматные рецепторы первого типа один интернейрон, и через другого типа глутаматные рецепторы вытормаживать другой нейрон. Вот таким образом, с помощью этого элементарного, простого животного становится возможным прозванивание нейронных сетей, и такой, кроме морфологической и накладывания на морфологический коннектом уже каких-то конкретных связей. Понятно, что это такая
относительно уже старая работа, работа 2007 года, вот, но тем не менее, я думаю, что сейчас еще больше мы знаем о том, как, собственно говоря, устроено, благодаря вот этому простому сетапу, простому животному, как устроена коннектомика обонятельной системы у Canorhabdis elegans. Хорошо, если сейчас подняться до уровня человека, то можно на самом деле увидеть, на мой взгляд, довольно схожую ситуацию в плане обработки информации. И, может быть, даже человек это не самый лучший такой объект для исследования, потому что ну, явно мы не используем всех тех возможностей, тех мощностей обонятельной системы, которые используют другие животные, другие позвоночные животные. Мы знаем, насколько чувствительны могут быть рыбы, насколько чувствительны могут быть другие млекопитающие к запахам, хищники, способные учуять запах на больших расстояниях. Мы, конечно, гораздо слабее в этом плане. Вот. Но, тем не менее, чтобы иметь представление о том, как все устроено, у нас, соответственно, в носовой полости есть обонятельный эпителий, вот, который через решетчатую кость соединен с обонятельными луковицами. И обонятельные луковицы, они на самом деле дальше транслируют информацию о запахах в обонятельную кору. Вот. Если посмотреть, как это детально устроено, то здесь опять-таки есть чувствительные нейроны, вот, у которых есть такие микрореснички, расположенные, которые лежат в слизи, и они воспринимают, собственно говоря, молекулы запахов химические, которые попадают в эту слизь, захватываются ею. А кроме того, здесь, судя по всему, есть еще неспецифические белки, которые способствуют захвату химических веществ и соединения их с микроресничками. Вот. У чувствительных клеток есть отростки, которые опять-таки через кость попадают в обонятельную луковицу. И здесь в обонятельной луковице можно увидеть гломерулы. Это такие заметные образования, в которых, собственно говоря, и происходит контакт обонятельных клеток с митральными, либо, ой, я что-то как-то не получилось у меня перевести, tufted cells, вот, но это два типа таких принципиальных нейронов, обонятельные луковицы, которые различаются между собой как морфологически, так и функционально, вот. По-моему, митральные клетки отвечают как-то более медленно на предъявление запаха, а tufted cells, они более активны. Вот. И уже отростки митральных клеток попадают, собственно говоря, в обонятельную кору, и там заканчиваются на пирамидальных клетках, и на них происходит уже идентификация и распознавание запаха и запускание, собственно говоря, поведенческих реакций. Ну вот здесь еще дополнительная схема, как через обонятельный эпителий, обонятельную луковицу и через какие ядра проходит информация, прежде чем она попадет вот в фронтальную кору, которая и способна управлять уже таким нашим сложным целенаправленным поведением. Вот. Ну и здесь есть вот и периформная кора, и миндальная, интеринальная кора, и гипоталамус. Ну и стоит еще сказать о дополнительной обонятельной системе в эмбрионазальном органе, вот, которая у позвоночных животных скорее связана с восприятием как раз феромонов и с регуляцией полового поведения. Окей, значит, что же происходит, собственно говоря,
запахами. Вот, эти молекулы, они связываются с рецептором, вот, который связан в свое время одновременно с G-белком. Вот, и связывание вызывает активацию аденилилцклазы, вот, которая запускает активность, меняет конформацию ЦМФ зависимого канала, вот, и начинается переток ионов через мембрану, кальций и натрий проникает внутрь клетки. И это, собственно говоря, приводит к изменению мембранного потенциала, который дальше и передается в систему. Вот, что интересно, собственно говоря, вот этот рецептор, он похож на другие рецепторы, связанные с G-белками. Вот, у него тоже есть 7 таких доменов, вот, но есть большое разнообразие в них. Вот. И, собственно говоря, вот эти разные рецепторы, они способны улавливать разные типы химических веществ. Вот. И что интересно, вот совокупная активность этих рецепторов, нескольких разных типов, она, собственно говоря, и вызывает ощущение того либо иного запаха. И нужна действительно комбинация разных рецепторов от разных обонятельных клеток, обонятельных рецепторных клеток, которые сходятся в гломерулах. И, собственно говоря, вот совокупная активация, она и порождает вот то разнообразие запахов, которые мы можем ощущать и которые мы можем воспринимать. И, собственно, исследования в этой области, они как раз и послужили причиной того, что Линда Бак и Ричард Аксель в 2004 году получили Нобелевскую премию за то, что они, собственно, описали семейство генов, которые кодируют все то разнообразие рецепторов, которые экспрессируются в рецепторных клетках обонятельного эпителия, вот, и способны воспринимать запахи. И они достаточно вот детально описали это все, и в том числе благодаря тому, что они использовали уникальные методы молекулярно-биологические. Вот. Я, к сожалению, пока еще не разобрался с ними в деталях, но там, судя по всему, в 1991 году они действительно сделали серьезные такие технологические шаги, потому что много кто к этому времени занимался уже исследованиями обонятельной системы, но вот если посмотреть действительно на количество публикаций, то оно было таким, да, довольно скромным. И вот в 1991 году, после того, как они опубликовали свою оригинальную работу по обонятельным, собственно говоря, рецепторам по обонятельным белкам, ну вот, просто произошел такой серьезный всплеск публикаций в этой области, ну вот, и активно стала изучаться и обонятельная система. Вот, это то, что касается обонятельной системы позвоночных животных и в том числе человека. Вот. Ну а сейчас я хочу просто еще коротко вернуться опять к тому, с чего я, собственно говоря, начинал в самом начале своего рассказа про сенсорные системы в первой лекции во введении. Опять хочу напомнить вам про эти два простых типа поведения. Вот, одно, которое эксплуатирует ресурс, а второе, которое направлено на исследование, на ориентацию в пространстве. И во многом
это связано как раз с такая дихотомия поведения, она связана как раз с схемочувствительностью. И, как я говорил, у самых примитивных животных существует уже такая вот апикальная нервная система, которая способна воспринимать внешние стимулы и передавать информацию к моторным единицам, которые способны запускать разного типа поведения. И интересно, что сейчас, вот я снова возвращаюсь вот к работам Детлева Арендта на полихетах, вот, и вот он здесь на самом деле предлагает вот модель такого, это животное использует в том числе для того, чтобы изучать сложное поведение. И почему это интересно с точки зрения хеморецепции, я вот скажу чуть попозже, но в принципе это довольно интересное животное со сложным таким жизненным циклом, вот, которое вот от взрослых особей проходит через много стадий разных личинок. Вот, часть жизни это животное проводит в толще воды, а часть на дне. Вот, и личинки живут в толще воды, питаются планктоном, и потом в какой-то момент они должны принять решение о том, что им пора перейти к оседлому образу жизни. И это тоже отдельная интересная тема. И здесь, собственно говоря, всплывает как раз вот тема хемочувствительности, поскольку вот как раз метаморфоз, судя по всему, и запускается химическими стимулами. Ну и переход вот к образу жизни на дне, он запускается как раз химическими стимулами. Ну и в этом смысле вот это животное, оно интересно нейробиологам, может быть, с разных точек зрения. С одной стороны, как осуществляется вообще биологом, как происходит, собственно говоря, эмбриогенез, вот, поведение, два разных типа поведения, переход от такого биологического поведения к жизни на дне, вот, потом дифференцировка, в том числе регенерация, старение, ну и в конце концов такое созревание сексуальное и угасание. Вот. И эти животные, они обладают очень интересной, в том числе и морфологией и анатомией, много типов клеток, они обладают довольно сложной чувствительностью, у них есть и хеморецепция, которая как раз вот этим апикальным органом, имеющимся у личинок, обеспечивается в начале, а потом для нее появляется специальная тоже сеть. Вот, и сложно это, в общем-то, и двигательное поведение. Ну и вот интересно, что появляется буквально свежая работа сентября 2021 года, и в этой работе показана вообще возможность создания такого детальной трехмерной модели этого животного. Вот. Можно с помощью электронной микрофотографии, опять-таки, нарезав это животное на отдельные срезы, можно получить последовательно полную картинку, причем там и мышечную ткань можно посмотреть, нервную, сенсорные органы. Вот. И из этого, соответственно, можно уже, проведя идентификацию отдельных тканей, кроме того, трейсинг нейронов, вот, выделить какие-то, разделить на разные группы клеток и на ядра, например, нервную систему. Ну а кроме того, на все можно наложить еще и экспрессию отдельных генов и таким образом посмотреть, как в отдельном животном или вот в этом специфическом виде животных разворачивается вообще
вот сложная картина, лежащая в основе, обеспечивающая, собственно говоря, вот сложное поведение такого животного. Ну и, значит, на этом я, собственно говоря, и заканчиваю сегодня. То есть мы видим, что разные виды животных, они используют хеморецепцию для того, чтобы взаимодействовать с внешним миром. И этот специфический сигнал может давать информацию, в том числе о том, что происходит на больших расстояниях, вдали от животного. Он способен обеспечивать, собственно, половое поведение, которое важно для воспроизведения. Этот сигнал важен для поиска пищи. А современные исследования, они позволяют, с одной стороны, на простых модельных системах посмотреть детали коннектома и как примитивные нейронные сети обеспечивают вот обработку этого сигнала и его использование для управления сложным поведением. Вот, а с другой стороны, вот работы в этом направлении, они могут еще идти и вот в области изучения отдельных молекул, связывающих химические вещества и тоже обеспечивающих разнообразие наших ощущений. У меня на этом все. Спасибо за внимание.